Всем привет, ребятки! Привет! Вы на канале Своим ходом и продолжаем сезон Сейшельских островов. Остров Маэ на связи. Новый выпуск. Сегодня нас пригласили в офигенный отель. И он находится на одном из самых шикарных пляжей. Ну что, погнали? Выпуск из одного из самых лучших отелей, который есть на острове Маэ на Сейшелах. Погнали! Начинаем! Ну что, погнали! Мои сочные сладкие булочки заходят в бассейн и плывут в сторону горизонта. Мы с вами снова оказались в бухте для подписчиков. Если вы хотите оказаться в этой же лагуне на песке, чтобы ваш ник был написан, проявляйте большую активность под видео, пишите много комментариев. Написали комментарий, под ним еще один комментарий. Кому-то на комментарии там ответили, очень много-много пишите. Мы вот здесь обязательно напишем. Александр. Вот так вот, Александр Чудов. Большой тебе респектоз. Все, ребят, тоже пишите комментарии, мы обязательно вас напишем здесь на песочке. А мы продолжаем выпуск. Короче, ребят, нас только что тормознула полиция. Ну все окей, права показали, едем дальше. Проверили права, страховку на байк. Все четенько, Вася. Въезжаем на территорию отеля. Смотрите, как классно на дороге сделаны листики пальмовые. Как будто лежат, а на самом деле это сделано из асфальта. И покрашено, круто. Итак, друзья, мы добрались на своем байке. На байке, только вдумайтесь. В этот отель приезжают на крутых машинах, а мы, блогеры из Питера, добрались сюда на байке. Мы здесь не будем жить, потому что мы еще не доросли. Лиза писала всяким разным отелям вообще. Всем писала. Всем отказывали. Говорю, ребят, что-то какие-то маленькие, 200 тысяч подписчиков на ютубе. В инстаграме тоже 200. И нафиг вам нужны? Этот отель согласился, но они нам не предоставят жилье, но просто пригласили как в качестве гостей. Ребята говорят, приезжайте, мы вас здесь накормим, напоим и покажем территорию. Вы сможете покупаться в бассейне и покупаться в океане. В общем, отель — это первый пятизвездочный отель, который построился на острове Маэ, Сейшельские острова. Называется он Баньян 3 Сейшелс. Кстати говоря, прямо по центру стоит дерево баньян. Ты в курсе? Я сейчас офигел, я с этим внимания сразу не обратил. Я тоже. Все гости отеля передвигаются вот на таких гольф-машинках. И вот, собственно, вход на ресепшн. Смотрите, здесь можно взять велосипед. Это шикарный ресепшн. Пушистый, мягкий коврик. Какая здесь красивая атмосфера. Прямо внутри растут 4 дерева. Видите, вот так квадрат они высажены, да? Мне очень нравится, насколько стильно здесь все сделано. Здесь продумана каждая деталь. В лампочках прям тоже выгравированы вот эти вот символы Баньян 3. Так все со вкусом сделано. Прям атмосферно очень. Красиво. Принесли вот такой вот, смотрите, напитки. Welcome drink. И полотенчики холодненькие, да? Чай холодный с имбирем, ничего себе. Это реально вкус. Пятизвездочного отеля на Сейшелах. После ресепшена мы попадаем вот в такой балкончик. В общем, пляж называется Anse Intendance. Это один из самых лучших пляжей здесь, на острове Маэ, на Сейшелах. Это, наверное, сейчас самый красивый пляж, который я видел в своей жизни. Мы очень много всего повидали и думали, что нас уже ничем не удивить. Но когда я вот сюда посмотрел, сейчас вместе с вами, это реально рай на земле. А дальше, смотрите, начинается вот такой вот балкон, который опоясал весь ресепшн. Смотрите, с этого балкона тоже открывается невероятный вид. Вон там внизу пляж, здесь еще находится ресторан, в котором можно вкусно покушать. Прямо вот с таким потрясающим видом. Блин, у меня нет слов просто, чтобы описать. На территории отеля есть 3 ресторана. Это тайская кухня, арабская кухня и обычный ресторан. И представляете, арабской кухни ресторан сделали специально под запросы гостей отеля, потому что здесь отдыхает очень много гостей из арабских стран. И, собственно, вот здесь такие находится шикарный бассейн с панорамным видом. Есть мини-бар. И, конечно же, выход к пляжу. Смотрите, как он классно сделан. Такая тропинка. Здесь эти светильники, фонарики, которые ночью будут подсвечиваться. И вот он пляж. Огромный, здоровенный. Мало людей здесь, потому что отель дорогой, не все могут себе позволить его. Душик сделан из бамбука. Вот это мощь океана, вот это красота природы. За все время путешествий, за все 7 лет, где мы были, самый шикарный пляж, который я видел. Даже пляж, который вы видели в прошлом выпуске, который называется Полис Бэй, такая бухта, он тоже меркнет по сравнению с этим пляжем, потому что он просто непревзойденный. Его невозможно превзойти по красоте. Если вы видели пляжи лучше, напишите в комментариях, какой пляж красивее этого пляжа. Мне будет очень интересно. Я прям в поиск скопирую ваше название, вставлю в Google и посмотрю. И вот с этой стороны находится огромный бассейн, причем их целых 2. Есть такой вот, получается, горизонтальный бассейн, а есть вертикальный бассейн, уходящий вдаль. Вы туда заплываете и наслаждаетесь океаном. Прежде чем отправиться в бассейн, нужно принять душик, смыть с себя
всю грязь с дорог. Мне очень нравится, что это сделано из бамбука. Красиво. Да. Почему я не крутой блогер, у которого 2 миллиона подписчиков и не может, который здесь пожить? Почему? Да, почему ты не Агнитарай? О. Ну мы на верном пути, друзья. Спустя 7 лет мы добились того, что мы хотя бы можем погулять по территории этого отеля. Когда нам уже будет по 50 лет, мы такие будем бабушка, дедушка, нам разрешат здесь пожить. Ну не без вашей помощи, поэтому давайте, ребята, мы с вами сделаем это вместе. Ну что, погнали. Мои сочные сладкие булочки заходят в бассейн и плывут в сторону горизонта. Колбасик крутой. Нереально красиво. Реально красиво? Очень красиво. Потрясающее вообще место, очень крутое. Здесь, знаете, вот отели разные бывают, пятизвездочные. Есть такие отели, они как бы без души сделаны. А вот здесь такая атмосфера классная, прям реально очень крутой отель. Прям вот не вру, честно. Давай, меньше болтай, иди покажи людям, где сейчас будет у нас рай. Вот мы остались одни в этом шикарном бассейне. Просто Ты замом? супер. Да. Ты хочешь здесь пожить? Хотя бы один денек. Кстати, сколько стоит номер? Ну, примерно $800 и выше. 800 баксов. Ну, то есть 40 косарей примерно, да? От 40 тысяч до там 80 за виллу. И в этом отеле, ребята, в этом отеле нет ни одного обычного номера, который вы привыкли. Знаете, вот высокое здание, в нем очень много номеров. Нет номеров. Здесь все виллы, которые идут прямо вдоль океана. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Смотрите, что у нас рядом с бассейном можно попробовать. Во-первых, очень много вина лежит. Смотрите, как красиво все сделано. И вот этот ресторан получается встроенный в ресепшн. На нижнем этаже вот такая вот красотища. Столики с видом на бушующий океан. В басике мы накупались. Очень нравится атмосфера. Сейчас с нами снова приедет машинка, и мы с вами едем на ланч прямо на берегу океана. Кстати, виллу нам не покажут, потому что все виллы заняты. Видимо, у всех много бабосов, все виллы заняты. А мы поехали. Так вот, прыгаем сюда. Мы сейчас пришли в бар, который находится на пляже, и здесь подается 7 разных видов мохито. Офигенно, представляете, клубничный, ананасовый, манго, арбузный, лайм, маракуйя и кокос. И это все мохито. Я ни разу не пробовала ничего, кроме стробери и манго. Это офигеть. Я сейчас попробую. И для нас специально сегодня будут показывать мастер-класс, как сделать мохито. А это, кстати, Такамака ром, и он самый популярный на Сейшелах. И производится он именно здесь. Обязательно попробуйте. Такамака ананасовый, такамака кокосовый. Она сказала, что если хочешь валяться на пляже, то нужно вот этот 69. 8 pieces, one glass, yes? For one glass, Окей. approximately. В общем, 8 кусочков лимона в один стакан закидываем. Первый этап. Кстати, вот нашего чувака зовут Реджинальд.
теперь листики лимона он разрезает, чтобы они дали сок. И потом закидывает их в стакан. Ванильный сироп, ребятки, пошел в ход вот такой. Короче, на глаз наливает, да? Дальше, смотрите, лимончик вместе с листиками лимона расталкивается. Easy. Опа. 1, 2. Половину стопки кокосового вот этого вот рома. Следующий этап, смотрите, закидываем лед в эту штуку. А больше всего мне нравится, что вся эта процедура происходит прямо вот с таким замечательным видом на берегу океана. И здесь находится наш бар. Расталкиваем лед. Теперь полностью растолченный лед закидываем вот сюда. Открываем швепс и заливаем сверху. Опа. Следующий этап. Весь алкоголь, весь сироп, который был на дне, он поднимается такой длинной ложечкой вверх. Ну и завершающий этап. Ставим трубочки. Thank you. Thank you. Enjoy. Просто отличный мохито. Вау, quite strong. Очень крутой. Вообще крутой мохито. Блин, вот это реально настоящий мохито. Мохито, который мы сейчас пьем, называется вот так вот, смотрите, кефир лайм мохито. И вот ингредиенты. 1, 2, 3, 4, 5, да? Можно было вечером там вот на шезлонге с видом на океан, но мы выбрали такую огромную большую штуку, смотрите. Такая круглая плюшка. Сюда просто так бахаешься. Вот это лакшери лайф. Давай, Фусан. Давай. Террынь. Вот из всего этого, на что я обратила внимание, как он взял трубочку. Он взял трубочку вот здесь. Потому что мы только что приехали из Шри-Ланки, и там все трубочки, которые вот кокос и все, знаешь, какие, знаете, как Причем они трубочки трубочки не запакованные, они уже... не запакованные трубочки, они все брали вот здесь, вот так вот, понимаете, вот так вот они пальцами своими. Потом и ты такой сейчас, берешь. И сейчас, когда он взял трубочку вот здесь, я подумала, вау, вот это круто, чувак взял трубочку. Кажется, находишься в отеле, который стоит от 40 тысяч рублей за виллу. Он нам принес ланч в таких коробочках. Че, посмотрим, что там у нас много открывали зон. Ух ты, ничего себе, вот это ланчик. Смотрите, здесь овощи, это огурчик с морковкой, это папайя, походу, или помидор, вроде папайя. Это сыр с помидорками, на гриле, видимо, Моцарелла. сделаны. А это что-то очень вкусное, какое-то Это мяско, рыба, да? похоже. И на десерт. Профитроли. Вообще кайф. Соевый соус посередине. Но все равно клево. Все-таки, знаете, вот мы блог снимаем, 7 лет уже этим работаем, и все-таки вот есть такие, знаете, иногда бывают такие плюсики, привилегии. Хоп, нас с Лизой пригласили, и мы можем здесь покайфовать. Ну и, кстати, ребята, вам тоже за это большое спасибо. Если бы вас не было нас, точнее, если бы у нас не было вас, подписчиков, то мы бы здесь не сидели. Поэтому здесь, знаете, общая заслуга и наши старания, потому что мы на протяжении 7 лет все это дело бомбим в одну точку, двигаемся медленно, но верно. И вам тоже большое спасибо, что вы с нами. В общем, давай за подписчика выпьем, Да, за вас, ребята. За вас, за вашу поддержку. Я знаю, что у нас есть хейтеры, и за вас тоже хейтеры, но их меньше, чем нормальных, адекватных людей позитивных. Мы это знаем. Так что давайте, ребята, за вас еще разок. Бам! Причем, чтобы сюда попасть, мы не просто написали вот сюда, мы написали как бы в отель. В итоге Лизе ответила девушка, которая занимается пиар-отделом. Этот пиар-отдел находится там где-то в России, в Москве, да, она была? И то есть она переписывалась с девушкой из Москвы, а девушка из Москвы посмотрела там наш канал, посмотрела наш инстаграм, такая, ладно, окей, ребята, сделаем, постараемся. И написала уже сюда сам в отель, что мы сегодня приедем. Вот, но без номера. Номер, конечно, сказать, что мы на номер не тянем, потому что номер дорогой. Это типа, папайя. мы еще не подросли. Давай вот это попробуем. Это рыба, походу, Да, Лизон. на гриле. Рыба на гриле. Потом так щечки хрустят. Аппетитно, да? Это так вкусно. У меня еще не тронутая. Опа! Вот эта тема. Возьмем сыр, возьмем помидорку. Очень вкусный. Теперь возьмем, смотрите, рыбку. Вот такая вот она сочная. Она уже изначально соевым соусом полита. Мы еще раз ее окунем. Обалдеть, ребята. Если вы смотрите сейчас выпуск без еды, бегите, сходите к холодильнику, набирайте много булочек, всяких вкусняшек, и потом врубайте снова видео. Мы не такие, знаете, там, крутые блогеры. У нас не так много просмотров, но нас позвали и реально все это сделали. Это дорогого стоит. Сыр просто великолепный. Вообще нереальный. Вот когда роллы кушаете, точно такой же вкус. Такая рыба вкусная была. А Лиза, смотрите, видите, у нее сколько рыбы. Начни. Опачки. На, праздничный кусок рыбы тебе. Это не нравится. И вот так попадаем мы на белоснежный, ослепляющий пляж. Здесь шикарнейшие волны. На самом деле, здесь обычно волны маленькие. Сказали, что сегодня такая погода, что волны мощнейшие. И купаться очень опасно. Мы обязательно покупаемся, попробуем риснуть. Но я думаю, после мохито стоит проверить местный океанчик, да? Погнали.
Ребята, здесь такая красота, обалдеть. Такая теплая вода. Сейчас тебя накроет нормально. Вообще огонь. Волна. Это пока что самый клевый пляж, который мы видели на этом острове Майя. Реально, такой мощный, волны офигенные. Народу никого нету. Ты весь в песке. Пляж называется Ants Intendants. Ребята, здесь такие крутые полотенца. Смотрите, какие нездоровые. Просто вот. Даже не хочу отсюда вылезать. А теперь давайте запустим с вами квадрокоптер и прямо сейчас посмотрим на этот пляж. Смотри, птичьего полета. Погнали. В общем, очень клево накупались, друзья, это просто невероятное ощущение. Так классно вообще. Феерично. Выпили мохито. Сейчас идем прямо по этому белоснежному пляжу, ослепляющему. Он просто, знаете, как блестит и прямо вот глаза вываливаются из орбит от этой яркости. У нас прошло уже полдня. Покушали вкусно, выпили мохито, покупались на пляже, в волнах океана. Очень круто. Сейчас обратно пришли чилить в бассейн. И уже у нас буквально через полчаса будет массаж. Массаж в этом отеле. Скажем вам, сколько он стоит. Нам тоже его подарили, как презент сделали. Там такая бухта, скалы, камни. И совсем скоро этот день закончится. Потому что нам здесь разрешили побыть сегодня день. 2 дня не вариант. Но в принципе мы через 2 дня уже уезжаем на другой остров соседний. Вот это поворот. Так, друзья, мы приехали в спа. И вот сидит Лизончик, выбирает, что она будет делать. Нам сказали, что у нас будет 60-минутный массаж, и стоит он примерно 1875 рублей. Девушки у нас из Таиланда, да? Угу, с Пхукета. Даже к массажу, чтобы пробраться, нужно идти вот такие вот, смотрите, коридоры из камней здоровенных. Здесь мы обувь снимаем, и вот здесь будет делаться массаж. Такая атмосфера крутая, шторки закрывают, горячая вода такая прям. Thank you. Такое холодное, только из морозилки. Ой, пахнет лимончиком, да? Савадика. Савадика. My name is I. My name is Winnie. I? Yes. Nice to meet you. My name is Vitaly. Lisa. Vitaly. 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 With Dali. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Может попроще? You can call Ali. Short Alec. Alec. Short name Alec. Alright. Смотрите, массаж уже начинается здесь, прямо за креслом. С рук начинает. Very strong массаж. Thank you. О, вот здесь. Green tea powder, milk yogurt. Ah, okay. And Я then не you знаю, stay что такое, one но... one day, one night. Fight the bacteria. Йогурт с зеленым чаем. Какие первые впечатления? Вообще очень приятно, все такой сервис на высшем уровне. Еще ведь такие тапочки дают. Мне одну ногу уже сделали, сейчас вторую запихнуть. Parts of Brazil you from? Даже делать ничего не надо. Она сама такое все делает. Короче, нужно сейчас саронгом обернуться, прикиньте. Все нужно снять, трусы, все вообще полностью. Ну, в общем, как-то так, ребята, вот мы в саронге. Лиза тоже в саронге. Короче, так еще ни разу массаж не делали. Ой, стесняюсь. В саронге голенькая. Голенький в саронге. Ладно, все, мы здесь уже падаем, ложимся, сделаем массажик. Я снимать это дело, конечно, не буду. Когда проснемся после массажа, расскажу вообще, классно ли был массаж. Классно. Атмосфера реально очень крутая, солнышко такое, мы массажироваться. Причем прикольно, что, смотрите, есть штука для, видите, для лица. Проваливаешься туда лицом и все. А там внизу такой цветочек видно. Массаж просто офигенский был, вообще я в шоке. Все намяли, как будто спал всю ночь сейчас. Принесли, смотрите, такие 2 стаканчика с фруктами. Там мандаринка, дынька, да? Вот такая маленькая чашечка чая. И смотрите, чай можно наливать сколько вы захотите. В таких чашечках все сделано. Как тебе массаж все? Массаж очень понравился.
настолько, знаете, вот я когда легла, как в облако ложишься в какое-то, и еще под ноги кладут подушку, вообще ни разу так не делали. Короче, получается, ноги вот так под углом, это так круто. Много разных приколюк было, то есть не просто массаж, там еще потом в конце колокольчиком звонили над душами, типа, чтобы такой просыпался постепенно. Причем этот звук такой приближался постоянно к уху, так тын-тын-тын. Потом в конце еще такие мягкие горячие полотенца, там и вытирали шею, и все. Здесь там все вытирали глаза. Очень, очень клевый массаж. У нас 2 часа еще есть времени, уже солнышко садится, закат начинается, вот такая атмосфера. И через 2 часа начнется ужин. Получается, в конце массажа вот так вот сидите, в этой штуке все, одеты без труселей и с таким коктейлем фруктовым. И наслаждайтесь видом. Такая картина сказочная, даже не представляешь, как смотрится. Потом через камеру будем смотреть, вспоминать с тобой, где были. Thank you very much. А вон едет наша машинка. Здесь везде по телефону вызывают, то есть массаж закончили, такие, вам вызвать машинку? Мы такие, да. И вот она подъезжает, погнали, Зон. Thank you. Потом у нас будет ужин в тайском ресторане. Лиза уже говорила, здесь 3 разных ресторана, да? Да, вот этот тайский ресторан называется, знаете, это signature, как подпись. Вот в каждом отеле есть что изюминка, да? По-английски это называется signature. Я не знаю, как по-русски объяснить это слово, чтобы оно так хорошо описывало. То есть тайский ресторан — это подпись отеля. Ну, короче, типа фишка отеля, Ну да. если проще. Если на языке Виталика, то это фишка. Погодная станция на Сейшелах выглядит именно так. Если кокос двигается, тогда ветрено. Если кокос висит спокойно, тогда на улице не ветрено и спокойно. Если кокос мокрый, то тогда идет дождь. Если кокос сухой, то светит солнце. Если кокос белый, то пошел снег. Если кокос невидимый, то туман. А если кокос исчез, то циклон. А на пляже-то вечером начался мощнейший прилив. Волны гигантские стали. На пляже вообще никого не осталось. Солнышко садится. А мне хочется есть уже. Так мы не можем позволить себе целый номер, мы еще не доросли до этого, у нас еще не так много подписчиков. В общем, нам выделили туалет. Мы здесь переоделись, приняли душ, дали даже полотенце. К ужину готовы. О, смотрите, Зон тоже готова. Душ приняла, да? Конечно, душ. А что ты полотенце не оставил там? Специально для таких, как ты. Там все предусмотрено. В отеле потусовались, жить здесь даже не нужно, да? А что жить-то? Зачем? Вот помылся в туалете, как такой. А на закате здесь тоже очень красиво. Смотрите, все уже стемнело почти. Солнышко залетело за горизонт. Все приготавливаются. Странно, что еще никого нету. Сейчас, видимо, все из своих вилл повыползают, все столики здесь займутся. Кстати, как мы выяснили, мы-то идем в ресторан тайский. Тайская кухня. Смотрите, здесь вот такой ресторан, там у нас арабский и тайский, который находится там в джунглях. И нам сказали, что тайский — это самый главный ресторан, и он самый вкусный, так что мы сейчас проверим его. Вот там наш супербайк стоит, и такое впечатление, что, знаете, карета скоро превратится в тыкву, и мы на нашем драндулете поедем домой сейчас уже через 2 часа. И этот прекрасный день закончится. Смотрите, на дереве висят фонарики, которые уже подсвечиваются. Ночью вообще красиво будет. И сам ресепшн вечером тоже, смотрите, как подсвечивается. Что такое яркое. Вот в каком-то ночном лесу находишься. Мы выбрали сесть внутри, потому что здесь кондиционер. Вот там вот тоже очень красивая атмосфера. На фоне озера, на фоне там огней, фонтанов. Но там очень душно. Будем здесь сидеть кушать. Лизе подарили вот такой стольчик. Подошла вот такая вот девушка. Лиза моет руки свои. Я вам сейчас вот по ценам расскажу. Сколько стоит еда в ресторане этого отеля. Смотрите. В общем, супы 375 рупий. Это всякие мясные такие, самые дорогие. Мы взяли вот за 825 рупий. Там какая-то вот австралийская говядина с чем-то там еще. В общем, посмотрим, что принесут. И десерты все по 350 рупий. Взяли вино. Стоит бокал 300 рупий. Тайский папайя-салат с морепродуктами. А у меня суп, который называется томка. Это мой любимый тайский суп. Он сделан на кокосовом молоке. Принесли 4 вида риса. Нужно выбрать какой-то один. Я беру все виды риса, сейчас попробуем. Вот синий. Это белый. Это желтый. Это серо-буро-малиновый. Это обычный рис. Мясо клево сделано. Да, я говорю. Так расслаивается. С подливкой еще нереально. У меня на десерт панакота. Вот такая вот штучка. И смотрите, вот это мед в пипетке. Так наливаешь, если хочешь, и кушаешь. Вкусно. А у меня десерт, который называется крем-брюле. Он здесь есть с кокосом, есть с имбирем, есть с зеленым чаем. Видите, такие разные тарелочки. Видимо, какой-то сахар поджаренный, смотрите, вот так вот отламывается. И там вот как тоже как крем. беленькая штучка. Это как крем. Ну, не очень. Но любителя штука такая. В общем, поели мы, прикиньте, ребята,
на 4000 рупий на двоих. То есть, если подумать, примерно, если вы будете ужинать и обедать, то вам это выльется примерно в 30 тысяч рублей. Сейчас мы, грубо говоря, поели почти на 20 тысяч рублей, да, ужин. То есть по 2 блюда там, десертики. По 3 блюда. Да, вот. Но слава богу, у нас это был комплимент, потому что нас в отель пригласили. Реально, отель красавчик, сделали нам все плюшки. Пускай мы и не пожили в номерах шикарных, потому что они, во-первых, все заняты, плюс это очень дорого, они нас не потянули бы. Большое спасибо отелю. Да, большое Очень спасибо. такой теплый прием. И если честно, я еще ни разу не ела на такую сумму. Ни в одном ресторане. Кстати, друзья, если этот отель бронировать через какие-то турфирмы, которые есть в вашем городе, потому что если просто бронировать на букинге, то есть вот вы едете своим ходом, да, забронировали на букинге, это будет гораздо дороже, если вы забронируете через какие-то турфирмы, потому что отель, он сотрудничает только с турфирмами, да? Да. Ну, и нас как бы тоже, нам повезло, что мы блогеры, он с нами тоже посотрудничал, но в основном он сотрудничает с крупными турфирмами, и через турфирм, то есть он дает им скидки, потому что они дают большой поток клиентов потом, да, сюда. Поэтому хорошая цена будет. Вы можете просто спросить, сколько, например, стоит этот отель там, Да. на неделю, например, отдыха. Я уверена, что цена будет более-менее адекватная, не такая, как если вы на букинге приедете там и 400 тысяч сразу выкладываете. Я вообще думаю, что среди наших подписчиков есть ребята, у которых есть бабосики. Вот. Так что для вас это видео, ребята, надеюсь, вам понравилось. Мы сейчас стоим прямо на фоне этого дерева, ресепшн, которое вот с утра мы вам показывали в самом начале выпуска. Оно все подсвечено, смотрите, все такое фонарик, такие эти факелы горят. Позади все такое тоже подсвечивающее. Все. В общем, лайкосик заряжайте, пишите комментарии. Мы вас всех обнимаем, целуем, любим. И говорим до встречи. А нам сейчас ехать на это, сука. Нам сейчас ехать 40 километров на байке по убитой дороге. И, короче, в полнейшей темноте. Все, давайте. Мы поехали, ребята. Ждем ваши лайки, комментарии под видосиком. Они нас мотивируют снимать видосы, писать всяким чувакам, чтобы нас приглашали. Ну и чтобы мы сами путешествовали. Вот, так что давайте. Все, до встречи. Мы помчали. Целуем, Чмоки, обнимаем, чмоки. пока. Пока-пока.